Друзья, здравствуйте! Меня зовут Евгения, если мы еще с вами не знакомы. Мне очень приятно, что предыдущий выпуск о флиппинге вызвал у вас такой большой интерес, и я получила очень много вопросов и запросов на сотрудничество с нами. Поэтому в этом выпуске расскажу о, скажем так, новой форме сотрудничества, которую мы проработали и которую предложил, кстати, один из наших инвест-партнеров. Мне очень приятно, что инвест-партнеры продолжают работать с нами, не выводят деньги, продолжают переходить из проекта в проект. И это, в общем, такая стабильность, которая очень радует. Итак, новый план сотрудничества 50 на 50 подразумевает, что инвестор, то есть вы, вкладываете средства полностью, финансово во флиппинг, то есть и в покупку объекта недвижимости, в ремонт и во все сопутствующие расходы в виде налогов, его переоформления и так далее. А мы, в свою очередь, закрываем все вопросы организационные, касающиеся подбора, покупки, ремонта и последующей реализации этого объекта. Думаю, что эта схема более справедлива по отношению к нам, чем была предыдущая, так как флиппинг, как я говорила ранее, это не ремонт. Посмотрите выпуск, где я рассказываю подробно обо всех стадиях флиппинга, и очень важными из которых являются и подбор, и покупка объекта, а также, конечно, его реализация. И все это закрываем мы, после чего прибыль между инвестором и нами делятся пополам. Поэтому партнерство называется 50 на 50. Что касается подбора объекта. Как вы знаете, актуальные предложения я выкладываю в нашем телеграм-канале. Переходите, посмотрите, что там есть на сегодня. Также, безусловно, вы можете предложить любой другой объект, если у вас есть на примете, и мы вместе его проанализируем, промониторим и посмотрим его доходность. Кроме того, если у вас есть какие-то специфические критерии, требования к объекту, вы можете заполнить заявку, форму на нашем сайте и выслать ее, и исходя из этих данных я вам пришлю, скажем так, возможные варианты или подождем подходящего под ваши критерии варианта. Реализация. Что касается реализации, то многие из вас знают, мы действительно пробуем сейчас разные стратегии выхода. Не только как раньше выложил на Зиллу или передал объект агенту и ждешь своего покупателя. Нет, мы действительно экспериментируем и пробуем разные модели, которые показывают очень хорошие результаты. Начиная с того, как, например, мы продаем сейчас дома в недоделанном виде, только потому что там, допустим, локальные покупатели видят, что идет ремонт, приходят и предлагают его выкупить прямо сейчас. И это, в общем, интересно, хоть это и дешевле, чем это будет через маркет, но зато это быстро, без всяких проволочек. Или же я, наоборот, сама инициирую такие продажи путем отправки предложений инвесторам, с которыми мы уже тоже сработались. И говорю о том, что скоро этот дом будет готов, но сейчас вы можете его приобрести, скажем так, дешевле, а потом уже по цене рыночной. И, естественно, многие инвесторы на это реагируют и с удовольствием приобретают дом ниже его рыночной стоимости. Еще одна интересная стратегия, которой мы пользуемся, это заселение арендатора перед продажей. То есть если в этом районе мы знаем, что потенциальным покупателем недвижимости будет инвестор, который покупает в основном дома под аренду, то, естественно, логично, что сначала мы заселяем туда арендатора, а затем уже его продаем. И, наконец, еще одна хорошая и, скажем так, популярная сегодня стратегия, которая у нас выработалась, это среднесрочная аренда. Она подразумевает, скажем так, меблировку дома, что не сильно удорожает стоимость ремонта, честно скажу, но позволяет этот дом сдавать в аренду по цене в 1,5-2 раза выше обычной аренды долгосрочной. Плюс это очень удобно, так как правило, такие арендаторы, они очень комфортные, то есть у них
Конкретно они приезжают на конкретный период, у них есть четкие сроки, да, когда им нужен этот дом. По сути, они снимают отель, но по цене, скажем так, либо ниже отельной, либо получая больше бонусы, чем есть в отеле, да, в одной комнате. Здесь они получают дом или юнит со всеми вытекающими и там кухней. Поэтому это еще одна интересная стратегия, которую очень рекомендую рассмотреть тем, кто планирует покупать, да, или вообще рассматривает именно покупку недвижимости для последующей аренды. Вот эта среднесрочная аренда, она действительно показывает хорошие результаты. Как технически происходит это инвестиционное партнерство? Мы заключаем договор joint venture, в котором, естественно, прописывается и объект недвижимости, который будет приобретаться, и его цель, да, то есть зачем он покупается, все сроки его реализации, ну и, соответственно, и вложения. После этого вы и мы включаемся в тайтл, то есть в право собственности на этот объект. И это, в общем, является вашим гарантом безопасности, да, что мы никуда с этими деньгами не денемся и не сможем ничего сделать без вас, так как и вы, и мы включены в право собственности на объект. То есть все решения будут приниматься совместно и только с вашим участием. Также продолжается у нас и пассивное инвестирование. Да, у нас есть несколько инвесторов, которым не очень интересно зависеть, скажем так, от скорости продажи, следить за тем или иным объектом недвижимости. Они просто пассивно инвестируют без приобретения собственности. Что такое пассивное инвестирование? То есть вы инвестируете деньги и просто ежемесячно получаете проценты за них без всякой привязки к проданному или не проданному объекту и к его реализации и всему прочему. Но гарантом безопасности опять же может выступить объект недвижимости, да, то есть который просто будет обременен, и ничего с ним нельзя будет сделать, пока вы не получите свои деньги обратно. Ну, то есть стандартная схема такая залогового кредитования. И мы продолжаем и продолжим эту программу. Посмотреть, единственное, мы изменили процентную ставку. Посмотрите, пожалуйста, у нас на сайте, там обновлена сейчас информация. Что же касается инвесторов, которые хотят заниматься флиппингом сами и без всякой, скажем так, привязки к нам, то, безусловно, милости просим, мы открыты, вы можете выбрать любой из объектов, которые я выкладываю, и просто его приобрести. Как вы знаете, те, кто у нас что-либо покупали, все знают, что ни на каком этапе мы не пропадаем и продолжаем взаимодействовать постоянно, да, то есть если у вас возникнут, естественно, мы поможем и проконтролируем это переоформление вместе с вами, и проконсультируем, если возникнут какие-то вопросы, сложности дальше, или если у вас возникнут вопросы по ремонту, пожалуйста, звоните, то есть мы абсолютно открыты и не прекращаем, да, взаимодействовать сразу после продажи объекта, нет, мы открыты, пожалуйста, звоните, пишите, то есть любые консультации я с удовольствием, если владею этой информацией, вам помогу, либо сориентирую, к кому можно обратиться по тому или иному вопросу. При этом у нас есть и другие запросы, которые вот мне писали, что я очень хочу заняться флиппингом, но никогда этого не делал, не знаю, с чего начать. И это вот тоже такой частый достаточно вопрос. Поэтому в данном случае мой муж, он разработал, скажем так, такие 2 программы обучения флиппингу для начинающих, кто никогда не делал ничего, да, никакого ремонта. Такой 2-недельный курс. И такой недельный, наоборот, интенсивный для тех, кто знает, что такое ремонт, но не сталкивался, скажем так, с американским, да, ремонтом и с какими-то особенностями здесь. Поэтому, если вам интересны эти тренировочные программы перед началом флиппинга, то, пожалуйста, напишите или позвоните мне, я вас скоординирую с мужем, и вы дальше уже обсудите, какой из вариантов, скажем так, подготовки к флиппингу вам подойдет.
Подписывайтесь на наш канал, где я продолжаю делать обзоры по теме флиппинга, а также ввожу новую рубрику про особенности жизни в Штатах. И если она зайдет, то буду делать это регулярно. Мне понравился один из комментариев, который предложил собрать интересующие вопросы по флиппингу и выпустить такую методичку, скажем так, по разным вопросам, которые вас интересуют. С удовольствием этого сделаю. Для этого напишите, пожалуйста, в комментарии те вопросы, которые вам необходимы, интересны по флиппингу. Я соберу все эти вопросы и дальше подготовлю как такой же, скажем, видео обзор, так и письменно все это сделаю в виде такого, скажем, пособия, да, методички, которую прикреплю к этому видео, чтобы вы также могли этим пользоваться и всегда к этому обратиться. Так что жду ваших комментариев. И не забудьте подписаться на Telegram, где я действительно в каждодневном режиме выкладываю актуальные предложения по бюджетной инвестиционной недвижимости в США, как для флиппинга, так и для аренды.